Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе свяжем шапку. Данная шапочка на размер 55-56, но вы сможете связать на любой размер. Узор здесь легкий. Рекомендую вязать свободно. Тогда шапочка у вас будет такой мягкой и хорошо тянуться. Если вы туго вяжете, то возьмите крючок побольше. На данную шапочку у меня ушел один моточек пряжи Ализа Суперлана Миди. Но если вы будете вязать на размер больше, либо вы захотите отворот сделать побольше, у меня здесь отворот 6 сантиметров всего. Если будете больше делать, то, конечно же, возьмите 2 мотка пряжи. Здесь у нас идет 75% акрил, 25% шерсти. И в 100 граммах идет 170 метров. Можете взять другую пряжу, допустим, Ализа Суперлана Макси. Вот я связала из нее образец небольшой. Здесь получается узор более объемный. И этот образец я вязала крючком номером 7. И, соответственно, шапочка будет толще из такой пряжи. Также нам понадобится для вязания крючок номер 6, пластиковая игла с большим ушком и маркер. Теперь, что нам необходимо, это знать глубину шапки. На экране вы сейчас увидите таблицу, в зависимости от возраста и от окружности головы, какая глубина шапки. Допустим, у меня размер 55, глубина шапки 20 сантиметров. Далее вы прибавляете к ней еще ширину отворота. Я прибавляю 6, вы можете больше сделать отворот. Получается 26 и плюс еще 1 сантиметр для сборки макушки. Всего получается 27 сантиметров. Вот такой вот ширины 27 сантиметров у нас должно получиться полотно. Также глубину шапочки вы можете измерить по своей шапке, которую вы сейчас носите. Нам необходимо, чтобы ширина нашего полотна была 27 сантиметров. Мы сейчас будем набирать цепочку из воздушных петель на длину 27 сантиметров плюс еще 3 сантиметра. То есть всего 30 сантиметров. Делаем петлю, набираем воздушные петли. Самую первую петельку я не затягиваю. И набираем воздушные петли на длину 30 сантиметров. В зависимости от крючка, от плотности вашего вязания, количество воздушных петель у нас может отличаться. Вот я провязала воздушные петли на длину 30 сантиметров. Для чего мы провязываем лишние воздушные петли? Это для того, чтобы мы точно провязали необходимую длину полотна. Мы сейчас начнем провязывать первый ряд и закончим там, где нам необходимо. То есть я провяжу 27 сантиметров и лишние воздушные петли мы с конца уберем. Ряд у нас будет начинаться с соединительных петель. Вводим крючок во вторую петлю от крючка, вот первая, во вторую. И провязываем соединительную петлю. Вот эту петельку я сразу отмечу маркером. Желательно ее отмечать, чтобы потом не потерять ее в конце. Это у нас первый соединительный столбик. Далее провязываем еще 4. В следующую вводим, протянули, второй, третий, четвертый, пятый. Получается, мы провязываем всего 5 соединительных петель. Это у нас будет макушка шапки. Вот можно пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Далее в следующую провязываем столбик без накида. Заводим крючок под ножку столбика, заводим в следующую петлю, вытянули петельку, вытягивайте ее свободно, так как в эту петлю мы будем продевать крючок. Провязали все 3 петельки на крючке, ниточку не затягивайте, так как вы потом затянете вот эту вот петлю, вяжите свободно, захватываем ножку столбика крайнюю в следующую петлю,
вытянули и снова провязываем все 3 петельки на крючке. Снова под крайнюю ножку столбика, в следующую петлю, все 3 петельки провязывайте вместе. Итак, провязываем на длину 27 сантиметров. Вот я провязала первый ряд, я его измеряю. Вот у меня 27 сантиметров выходит, и здесь остались воздушные петли. Мы их потом с конца распустим. Если вы хотите, можете набирать больше воздушных петель в начале, чтобы точно угадать с размером. В конце, как провязали последний столбик, делаем одну воздушную петлю, переворачиваем. И вязать мы будем за задней стеночки полупетли. Вот у нас идет косичка, будем крючок вводить за заднюю стеночку. Вводим крючок во вторую петлю от крючка, вот первая, во вторую, за заднюю стеночку полупетли. И провязываем столбик. Далее заводим крючок под ножку столбика, за заднюю стеночку полупетли, вытянули свободно и провязываем. Далее снова под ножку столбика, под заднюю стеночку полупетли, хорошо вытягиваем и все 3 петельки провязываем вместе. Вот эту петельку, как я говорила, на крючке не затягиваем. Если ее вот так вот затянете, крайняя петля у вас тоже затянется, и вы не сможете сюда продеть крючок. Поэтому, когда вытягиваете, вытянули ее свободно, провязали, и все, ниточку не затягиваем. Далее вяжем точно так же до места, где у нас идут соединительные столбики. Вот у нас в конце здесь идет 5 соединительных столбиков. Вот мы его отметили маркером крайним. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот до сюда мы вяжем столбики, а далее будем провязывать соединительные столбики. Вот довязали до соединительных столбиков. Они располагаются вот здесь. Вот как бы надо перевернуть. Вот они, косички находятся. Раз, два, три, четыре, пять. Заводим крючок под крайнюю полупетлю и провязываем соединительный столбик за заднюю стеночку полупетли. Это у нас второй, третий, четвертый и пятый. Пятый мы провязываем в конце, захватывая обе стеночки полупетли, не только крайнюю. И вот эту с этой стороны мы тоже захватываем. То есть заводим под обе стеночки полупетли таким образом и провязываем также соединительный столбик. В конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и также провязываем снова 5 соединительных столбиков со второй петли от крючка. Первая, во вторую, за заднюю стеночку полупетли. Провязали. И эту петельку отмечайте. Все, у нас первая есть петля соединительная. Далее провязываем вторая, третья, четвертая и пятая. Следующую за заднюю стеночку мы провязываем столбик без накида. И далее у нас идет основной наш узор за крайнюю ножку столбика, за стеночку полупетли и провязываем. Довязываем до конца.
конце, когда провязываем последний столбик, здесь мы также захватываем обе стеночки полупетли. Это делается для того, чтобы край у нас был ровный. Все, провязали последний столбик, делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, провязываем за заднюю стеночку полупетли во вторую петлю от крючка, провязываем столбик, и у нас повторяется основной узор до места, где у нас идут соединительные столбики. Дошли до соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем 5 соединительных петель. Пятый мы провязываем за обе стеночки полупетли. Делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, и узор у нас повторяется. Во вторую петлю от крючка мы начинаем провязывать 5 соединительных петель. Все, провязали 5 петель соединительных, далее столбик провязываем, и повторяется узор до конца. И в конце также не забываем, мы захватываем обе стеночки полупетли. Вот они здесь прячутся у нас в углу. Вот обе стеночки полупетли мы провязываем вместе. Теперь покажу, как распустить воздушные петли с конца. Вот у нас начало набора воздушных петель. Вот он, кончик нити. Вытаскиваем его отсюда с петельки, кончик. И вытаскиваем его вот с этой вот петли. Вот отсюда. Не отсюда вытягиваем, а вот отсюда вот с этой петельки мы его вытягиваем вверх. Далее тянем, и наши петли распускаются. И здесь последняя петелька, она у нас вот так вот затянется. Вот и все. И далее кончик нити мы уже потом его вот так здесь спрячем под петли. Вот я провязала 55 рядов. Это на размер 55-56. Вы можете в процессе вязания примерять на свою голову. Также можно измерить по своей шапке, которая у вас есть. Вот у меня вот такая шапка, на нее также есть мастер-класс. Я уже ношу ее второй сезон, и она слегка уже подрастянулась. Вот ее примеряем. Ну, почти она вот такая же размером. Также я могу вам сейчас ее измерить. В сложенном виде у нас здесь 23 сантиметра. Сейчас мы будем сшивать боковинки и затянем макушку. Вязание заканчиваем снизу шапки, так как мы будем двигаться снизу к макушке. Складываем шапочку пополам. Вот у нас идет вот эта петелька. Ниточка у нас лежит снизу рабочая. Здесь мы находим крайнюю петлю и вот эту вот петельку вытягиваем. Далее мы крючок заводим вот сюда, захватывая вот эти вот петли. Вот идет косичка, мы захватываем, которая петелька ближе к нам идет. И с этой стороны по краю тоже идут петельки. Захватываем с одной стороны, со второй, вытягиваем и через все петельки провязываем. Далее снова следующую. И провязываем. Вот мы сделали соединение. В конце мы ниточку обрезаем, оставляем сантиметров 30 для сшивания макушки и полностью нить вытягиваем.
Теперь продеваем нить в иглу. Далее вот здесь мы будем захватывать вот эти вот петли. Захватываем иглой петельки по кругу. Вот таким образом. И затем мы макушку нашу стянем. Собрали все петельки по кругу, и теперь мы просто стягиваем. Хорошо стянули. Продеваем иглу, выводим ее наизнанку. Хорошо затягиваем, и в нескольких местах мы еще прошиваем. Наша шапочка готова. Не забудьте подписаться на мой канал и смотрите другие мои мастер-классы.